Мне кажется, первое соприкосновение, ну, если говорить про что-то творческое, наверное, произошло с музыкой, просто потому что она звучала дома. Я помню, что в детстве я мог услышать какую-то песню и потом легко ее воспроизводить в голове полностью. И даже спрашивал родителей, зачем нужны магнитофоны, если можно один раз услышать песню и потом ее все время проигрывать в голове и вообще ничего не использовать для этого. Примерно в это же время у меня появился компьютер. Да, сначала там были игры, какие-то подобные развлечения, но потом как-то раз ко мне пришел друг и рассказал про то, что его знакомый как-то использовал микрофон, чтобы записать голос, и потом обработать на компьютере. Для меня это тогда было, ну, само по себе каким-то мэджиком, и я загорелся тоже этой всей идеей. Начал как бы потихонечку понимать, как устроена у меня в компьютере аудиокарта, что у нее есть вход, выход, что этим можно воспользоваться, вот. И потом я начал разбираться, как вообще строятся, ну, грувы, ну, перкуссионные какие-то моменты. То есть для меня даже не было понятно, что вот 4/4, что это можно вот поставить там бочку, снейр, куда их нужно поставить, чтобы такой ритм простой получить. Мне кажется, окружение и среда влияют на восприятие музыки и то, какая музыка пишется. Конечно, есть, ну, примеры, когда люди настолько сильно чувствуют какой-то источник внутри и ну, что-то чувствуют, что хотят сказать, и, возможно, тогда влияние не так сильно ощущается. Но в моей жизни, да, наверное, то, что я видел по телевизору и слышал, оно так или иначе влияло на меня. Потому что мне хотелось сначала тоже делать там джангл и хэппи-хардкор. Вот. Ну, в общем-то, через это все я там пришел к экспериментальной музыке, к EDM. И это все захватывало меня, и хотелось это все повторить, как-то попытаться сделать что-то подобное. Позже это был брейкс и, ну, много разной всякой истории. Практически всегда, когда я собираюсь на лайв, у меня есть ощущение, что я, ну, как бы могу подготовиться лучше, и какие-то, если бы у меня было больше времени, я мог бы что-то сделать и проработать как-то более детально. Еще очень важный момент, что ты можешь выехать в таком настроении, приехать и отыграть лайв очень круто, и внутренне у тебя, ну, возникнет ощущение, что вот наконец-то все сложилось, и, ну, можно как-то на этом закрепиться хотя бы на какое-то время. Но очень быстро все меняется, и невозможно отыграть второй лайв, грубо говоря, подготовившись так же, как к предыдущему. Но при всем при этом вот этот момент напряженной подготовки к лайву, когда ты последние там несколько дней, может быть, все выстраиваешь, они, с одной стороны, очень тяжелые эмоционально, но с другой стороны, очень часто бывают мощными в плане креативной энергии. И я их очень люблю, хотя, ну, после люблю. В моменте это очень тяжело, но в итоге может получиться что-то очень интересное. И, как правило, вот когда я выстраиваю какие-то импровизационные части на модулях, они потом в итоге выливаются в новый трек.
Альбом был вдохновлен как раз вот этой внутренней метаморфозой во мне, что мне стало скучно от большей части той музыки, которую я слушал и коллекционировал, и моего знакомства вот с новыми музыкантами, с новой музыкой. И вот как раз когда я решил сделать что-то абсолютно не связанное с грувом, с какой-то танцевальностью и так далее, я просто почувствовал, что хочу писать музыку, не привязанную ни к чему, не имеющую какой-то прикладной какой-то задачи. То есть мне хотелось просто постараться почувствовать, что у меня внутри, и как-то это сделать. И когда уже я понял, что там я чувствую, что собирается альбом и по настроению, и все треки связаны между собой, я начал думать о том, какая могла бы быть обложка. И возникла эта идея с тем, чтобы разрисовать конверты, разложить их на плоскости и сделать как бы единую картину. Параллельно с этим я практиковал айкидо, и мой учитель очень периодически останавливал занятия, рассказывал очень проникновенные вещи, которые в том числе меня вдохновили на это. Именно вот это ощущение, что в каждом из нас, с одной стороны, казалось бы, разная душа, но при этом наша душа — это нечто, что нас всех объединяет, и за счет этого мы чувствуем родство в других людях. И я понял, что вот, как-то, что этот перформанс и эта задумка с обложкой, она может передавать этот смысл, который мне очень хотелось разделить с людьми, что есть нечто целое, как общая картина, которая создается вживую, и при этом, когда это все разделится на обложке, у каждого человека будет своя отдельная обложка, это будет какая-то отдельная часть, составляющая целое. Slow Dance — это такой организм, такое некое пространство, в котором людям, которые вокруг этого, скажем так, сконцентрировались, людям интересно раскрывать себя, развиваться и меняться. И действительно я чувствую, что все это стало некой такой средой развития для меня тоже самого. И чувствую, как каждый из участников влияет друг на друга, развивает друг друга. И это действительно такое пространство, где каждый может и с одной стороны проявить себя, и с другой стороны участвовать в том, как другие проявляют себя. И это на самом деле очень вдохновенная и интересная как бы субстанция, все то, что происходит. Вот. И действительно я вижу, как это положительно влияет на каждого из нас и дает возможность расти и развиваться. Искусство — это возможность находиться в двух мирах. Да? В этом, в котором мы все проявлены, и который мы ощущаем нашим общим, и некий другой, кто-то назовет его иллюзорным или каким-то нереальным, но для меня он абсолютно реальный и очень осязаемый. И мне кажется, что проявление искусства, да, арт-объекты, музыка, картины, стихи, танец — это возможность для людей погрузиться в этот другой мир. Мне нравится наше время тем, что действительно сейчас много всего придумывается нового и в сфере электроники, и в сфере какого-то совмещения электроакустических инструментов. Вот. И это то, что меня действительно увлекает и вдохновляет.